Сейчас 20-й день войны в Украине, и чтобы обсудить со мной события, ко мне присоединился аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк. Сейчас мы не видели особого движения со стороны российских войск за последнюю неделю, не так ли? Но ясно, что в Киеве что-то происходит. Мы видели там сильный обстрел. Да, Киев подвергся нескольким ракетным обстрелам. И это первое из того, что может оказаться гораздо большим. Русские не продвинулись к югу от Киева так быстро, как мы думали. Они все еще усердно работают над этим. Но одна из причин, по которой они так упорно сражаются за эти города и поселки на северо-западе, такие как Эрин, Брук и Храбрость, заключается в том, что эти города находятся примерно в кольце, примерно в 15 или 20 милях, что примерно соответствует дальности действия российской артиллерии. И как только они пройдут мимо этих городов, они смогут вести свои большие гаубицы. Не ракеты, а гаубицы. И они могут пригрозить просто уменьшить осторожность с помощью добрых старомодных артиллерийских снарядов. Вот из-за чего на самом деле идет битва на северо-западе. Да, а затем, когда вы посмотрите на другое продвижение российских войск, мы теперь видим север и юг, но они не совсем соединены, не так ли? Настолько очевидно, что теперь ясно, что такова стратегия. Конечно, они хотят объединить эти районы, потому что они хотят, чтобы их армии объединились. Но они должны идти дальше на запад, потому что то, что они хотят попытаться сделать, это фактически окружить украинские армии. И чтобы сделать это, они действительно должны выйти за их пределы. Значит, им еще предстоит проделать большую работу, буквально переместиться с юга на север где-то к западу от того места, где они сейчас находятся. Это будет довольно большая работа. И в конечном счете они должны двигаться вверх по долине Денира. И они должны что-то сделать с Днепра. Это будет для них настоящей проблемой. А теперь давайте двинемся дальше на юг. Что там происходит? Да, Млаве — это ворота в Одессу. Млаве — большой, важный порт, очень большая территория. Его яростно защищают. И поскольку русские покинули Крым, который является безопасной базой с довольно короткими линиями связи, они атакуют Миклаев. Но Миклаев — это место, которое находится в устье Южного Буга. Значит, это место дельта. Там очень много воды, и для любой атакующей силы это проблема. Итак, давайте просто взглянем на это поближе. У нас есть несколько спутниковых снимков, которые теперь покажут нам этот мост более подробно. Да, так что расскажите нам о географии. Очевидно, как вы упомянули, здесь много воды. Да, вот оно. Город занимает эти полуострова. Он расположен к западу, к востоку от Великой реки. Это река Южный Буг по-английски. А вот и мост Вава-Вава-Виски длиной около мили. Любой атакующий командир посмотрит на эту карту и скажет, что здесь очень много воды. И шансы захватить этот мост неповрежденным, если они войдут в город, крайне малы. Я был бы поражен, если бы этот мост не был очень хорошо заминирован украинцами. Они взорвут его, прежде чем отступят, если они перейдут через это. Так что это настоящая проблема. И когда они преодолеют Маклеев, когда они преодолеют южное устье реки, до пустыни еще 80 миль, так что им еще многое предстоит сделать. Большое вам спасибо за то,